Братцы, я приветствую всех и каждого. Сегодня у нас эксперимент. Две разные Теслы, две разные батарейки зарядить до 100%. Мы встретились с Андреем на суперчарджере. У него Model Y стандарт range, задний привод, а сейчас уже премиум, наверное, да? У меня long range, полный привод, 23-й год. Давай поздороваемся с ребятами. Это Андрей. Добрый день. Наши Теслы уже заряжаются. Мы приехали сюда на скольки процентах? На 5. На 5, 5%. Это было сложно. Да! Черт подери, у меня были пробки и всякое такое. И все время Тесла писала: ты приедешь на 11, газ надавишь, ты приедешь на 3. У меня было 18, но по итогу 5. Для чего мы собрались? Что мы хотим проверить? Как ты думаешь? Я думаю, чем отличаются химии наших батареек? Микроскоп взял? Тогда мы не проверим. Вот стандарт range, когда ты его купил, сколько он показывал запас хода? 393. Хорошо, 400 километров. Я, когда купил свою Теслу, у меня показывало 530, либо 525. Я точно не помню. То есть по VLTP на 100 километров больше на long range. Но мы встретились, чтобы проверить, сколько у нас времени займет две разные Теслы, две разные батарейки зарядить до 100%. Точнее, до 99, если калибровку попросит, зафиксируемся на 99. Как ты думаешь, кто будет быстрее? Я думаю, что я буду быстрее. Класс! BYD. По одной простой причине. Потому что моя батарейка меньше. Класс! Кстати, расскажи технично. У тебя BYD, вот эта редкая батарея, которую называемый сейчас... Blade, да, состоит из таких пластин. Blade. Огнеустойкая. Замечательная батарейка. Быстро заряжается. Хотя одно время был слух, что зимой она капризная, потому что в ней много железа, и она мерзнет, ей надо больше прогрева. Прожил зиму, ничего не заметил. Нормально. Все было отлично. Ну, окей. А давай технично немножко дадим информации. Начнем с моей машины. У меня long range. 23 год, сентябрь, фабричное производство. Купил я ее в начале 24 года, в январе. Сейчас у меня деградация, по-моему, 3%, и вместо 520 у меня сейчас показывает 500 километров. А пробег 30 с копейкой, 35. Это вот моя информация. Андрей, расскажи про свою тачку. Как я уже сказал, BYD батарейка, пробег 16600 на данный момент. Ну, сейчас с нашими поездками сегодняшними чуть больше. Да. Деградация 0. Я не замерял, как ты, профессионально вот так не делал вот этот вот суточный замер, но то, что показывает дисплей после каждой калибровки, все те же 393. Может быть, это программная фишка, но справедливости ради мы скажем, что когда эти машины в стандарте продавались параллельно с твоей, тогда они писали 418. О, да. Прикольно. Да, у меня, кстати, тоже в буфер ушло что-то, я не помню что. Да. В общем, это такая техничка, о которой я даже стараюсь не думать, не то чтобы и говорить. А зачем? В общем, время идет. Периодически вы сейчас можете видеть, какой у нас заряд. Мы сейчас подсмотрим. Андрей, пару вопросов. Хотел узнать, как ты пришел к Тесле и сколько людей тебя отговаривало, и отговаривают ли по сей день вообще? Расскажи. Хороший вопрос. Да, рассказывай. Как я пришел к Тесле? Да. Я ездил на двигатель внутреннего сгорания, как и все мы. Вот. Когда мы купили свою Мазду 5 лет назад, уже теперь 6, я был очень доволен соотношением цены-качества. У меня было большое желание взять после этого большой джип у Mazda, но потом как-то в голове все изменилось, начался вот этот вот бум вокруг, стало интересно. Я начал углубляться технически и понял, что эта машина мне принесет гораздо больше удовольствия. И до покупки на конкретную подготовку и на решение того, что это будет Tesla, у меня ушло 2 года. Сколько лет? Отговаривал меня никто, потому что я никому особо не рассказывал о своих желаниях. Вот. А те, кому я рассказывал, те только поддерживали и до сих пор поздравляют. Спасибо коллегам. Вот. С тем, что мечты должны сбываться, как они говорят. Слушай, много времени отнимает у тебя зарядка вообще? Все переживают, то, что купил машину и нужно заряжать ее по 40 минут, а то и даже по часу, потому что еще очереди. А если в какой-то район неблагополучно заедешь, так еще и драки за суперчарджер. То есть первое, тебе нужно победить, потом зарядиться. У тебя какие-то были моменты из этого всего перечисленного? Просто я в комментариях порой читаю такое. Да, комментарии такие существуют. Тут ты прав, да. У людей разный опыт. У меня за мои почти 17 тысяч такого ни разу не было. То есть я не стоял никогда в очереди, никогда не видел, что кто-то где-то там с кем-то ругался. Да, иногда приезжают непонятные автомобили, у которых нестандартная под Tesla зарядки
нестандартный порт, они встают, занимают место чье-то, но так, чтобы кому-то не хватило, такого не было еще. Окей, причем вот хочу заметить, сейчас мы посредь белого дня встретились, время 3 часа, и мы стоим даже через одну машину, чтобы мощности не делились, вы можете сейчас видеть подсъемы, и никому это место не надо, то есть прям вот такой вот очереди нет. Заранее хочу сказать и принести небольшие извинения, то что мы стоим на зарядке FAO3, не FAO4, я думаю в будущем будет еще такой же эксперимент на FAO4, но он особо отличаться, я думаю, не будет, поэтому пока эксперимент идет на FAO3. Да. Вот. Ну, как ты говоришь, если конкретно к цифрам, мы сегодня про цифры, Да. то на данный момент у нас 5 автомобилей из 20 зарядок. Из 20 зарядок 5 Четверть. автомобилей. Офигеть просто, да. И это время час пик. Ну, вот это вот сопротивление мне нравится. И вот это вот тоже То есть в нем. Как будто ты что-то перетянул, он так прям Ну, так он и сопротивляется, идет. чтобы он не И гулял. сюда ты тоже можешь делать. Ах, я побоялся, потому что он Нет. упирался. Он в любом Окей. положении ты можешь ставить, как тебе нравится. Ну, вот так бы я, наверное... Да, вот так уже у нас Model X. Поинтереснее, да? Да. Он А компактный. ты знаешь, что Model S и Model X, ты нажимаешь кнопку «Повернуть экран», и он поворачивается к тебе на максимум. Да. Ты не можешь где-то остановить там, где тебе надо. Да, он только в одном Он либо положении. вот так, либо вот так. Вот это, конечно, печально. Еще один интересный момент. Сейчас мы стоим, и пока мы здесь заряжаемся, мы абсолютно наши деньги не уходят с кармана. Андрей, у тебя уходят твои деньги сейчас с кармана, пока ты заряжаешься? Ты платишь за этот банкет? На сегодняшний день нет. Опа! Я не плачу по той причине, то что я рекомендую эти машины, и вы также можете их рекомендовать по своей реферальной ссылке, и вам Tesla будет дарить бесплатные суперчарджер километры, либо деньги, Tesla деньги, которые вы можете тратить на зарядках суперчарджера. У Андрея же история какая? Почему ты не платишь? Ты, наверное, тоже продаешь У меня машины, или история что? простая. 2 года я готовился к покупке, Окей. и когда все пошло уже, собственно, к завершению, мы покатались на этой машине в очередной раз, но часовой тест, мы с тобой знаем, говорит нам не о многом. Нужно брать машину на выходные, что Нужно Tesla взять на выходные. предлагает. И предлагает это бесплатно. За выходные я проехал почти 1000 километров, вернул машину, и это был, в принципе, последний гвоздь в крышку моего кредитного гроба. Вот. И все, и я для себя принял окончательное решение, что эту машину надо брать. Тем более мне позвонил менеджер и сказал, что если вы сейчас в декабре 2024 ее заберете, вы получите год бесплатной зарядки без ограничения километража по всей Европе. Офигеть. Чем мы успешно и пользуемся. Вот это да. Сейчас владелец стандарт рейнджа сядет, уже сел в Model Y Long Range. И у тебя сколько до 100 разгоняется? 6,9. 6,9. У меня от стока было 5,1, плюс купленный буст 4,4. И мы просто хотим записать его ощущения. Велика ли разница, стоит ли она этих денег. Ну, поехали. Так, а куда мы сразу покатились? Это такой режим, как на коробке автомат. Я как старпер, я люблю отпускать педаль тормоза. И еще знаешь, что я заметил? Когда удобно, когда ты задом ночью сдаешь, тебе не хватает освещения в темноте. А Да. благодаря этому ты можешь держать ногу на педали тормоза, и она будет по чуть-чуть ехать, как на коробке автомат. И я очень Подсвечивает. хорошо вижу, меня подсвечивает хорошо. И заодно, что правильно, чистятся тормоза. По привычке. Так, ой, это, конечно, удобно против солнца. Даже не в пол нажал, Андрюш. Нет. А почему? Нажми в пол, блядь. А, подожди, Весело. 120. Сука, ляйда. Ну, рассказывай. Весело. Чуть-чуть по-другому, да? Очень по-другому. Попробуй тут вот Забавно, в пол забавно. подпрыгни, вот просто ебани в пол раза. Забавно, забавно. Ну, есть разница, да? Да. Очень весело. Конечно, что мы получаем? Плюс десяточка при покупке, и буст сколько у нас стоит? 1800. 1800. Ну вот, 100 лошадей за 1800. да, то есть 12 тысяч плюсом. Ну, Кстати, я тут узнавал, реальная лошадь, знаешь, сколько стоит? Одна. Чуть больше 10 тысяч евро. Это просто лошадь, но еще там куча условий надо для содержания. да. А здесь за 100 лошадей 1800 евро. Через 5 километров съезд. И вот как раз в нашем с тобой разговоре мы это дело не озвучили. Вот тот самый момент, когда ты на этих машинах нажимаешь, едешь,
и тебя это не напрягает. Да. Ты получаешь удовольствие, и у тебя нет никаких дальше задних мыслей. В отличие от ДВСов, на которых я нажимаю, он начинает кричать, урчать, там двигаются все шестеренки, друг друга бьют по мозгам. Да. Ты слышишь, как это все насилует друг друга, как ты издеваешься над машиной. И это очень-очень-очень больно на подсознанке, и ты не хочешь этого делать, поэтому ты все время едешь в полгаза. Сейчас мы едем 100, давай, вот 100. сделай в пол, пац, вот Да. прикол И есть. вот, да. Да, и у тебя вот Ты, уже... в принципе, пошел в маневр сразу, и сразу ты сделал можешь свои себе, дела, да. кого-то обогнать, если это нужно. Или уйти от какого-то препятствия, что тоже немаловажно, да? Абсолютно. Оно чувствуется, оно заметно, Да. но я не готов то есть к такой переплате за это удовольствие. Поддерживаю. И главное, чтобы была задача, потребность в этом. Да. Все правильно. Так что так, в принципе, Model Y Long Range с бустом это прикольно, но это дорого. И тебе понравилось, да, со стандарта? Да, То есть да, это забавно по-любому, это дарит другая эмоции. машина. Конечно, Абсолютно. это другой уровень. И если машину менять, то есть смысл задуматься, потому что брать одно и то же постоянно, будет скучно. Согласен. То есть, а сейчас в новой линейке, которую сейчас сделала Tesla, и в новом ценовом сегменте, это только лонг. Окей. Выбора-то особо и нет. Кстати, да, ты прав. 3 момента, которые в Тесле тебя, и выбирай сам, радуют или раздражают. Давай. Можешь больше. Хорошо. Я скажу так, что 10 месяцев владения этой машиной вот на прошлой неделе исполнилось, и за эти 10 месяцев до сих пор не угасают эмоции, потому что мы с тобой знаем, и Да, владельцы это знают, правда. что машина постоянно получает обновления, машина постоянно растет, мы постоянно обрастаем новыми функциями, новыми примочками, как можно сказать на сленге. Вот. В общем, особенного негатива я назвать не могу. Хорошо, эмоции. Вот. Твоя жизнь стала лучше. Что Да. еще? 3 вещи. Давай я назову 3 вещи просто. Давай. Вот так навскидку. Первое, это, конечно, управление машиной одной педалью. Ага. Потому что, мы с тобой понимаем, Да. мы отпускаем педаль, мы рекуперируем, мы получаем энергию обратно и завоевываем ее. То есть, спускаясь с горки, я вижу расход в минус, как будто бы, если бы на двигателе внутреннего сгорания сидел бы какой-нибудь там араб, шейх нефтяной, и подливал бы вам бензин, когда вы едете с горки. Точно. Вот, такого не происходит. Он на крыше не ездит, бензин не подливает. В этой машине происходит. Ты привыкаешь к этому, это удобно. Пока Андрей рассказывал, вы видели сейчас статистику. Я привел вам скриншот, который показывает, сколько мой автомобиль вернул электроэнергии обратно в батарею. Вторая вещь. Вторая вещь – это умный автопилот. Да, многие скажут, что машины уже давно ездят сами, держат полосу, разгоняются и тормозят, но Tesla это делает по-особенному. То есть остальные машины это делают просто, а Tesla это делает умно. Да. Вот мое такое наблюдение. Она понимает прекрасно, какой впереди поворот, какой у него угол, как нужно сбросить скорость. Когда она опережает грузовик на трехполосном автобане, она прижимается в сторону от этого грузовика и возвращается в центр полосы, Да, это что не делают другие машины вообще. Что меня, кстати, удивило вот в этой системе автопилота и круиз-контроля, неважно, в какую горку ты поднимаешься, либо с какой горы ты спускаешься, у тебя никогда, если ты идешь на спуске, автомобиль не будет вываливаться из той скорости, которую ты зафиксировал. Допустим, ты идешь 100, и вот под таким углом ты будешь идти ровно 100, у тебя не будет набегать 101, 102, 103, 105, и тебе надо тормоз нажать, и все твои программы отключаются. Всегда четко. И самое, знаешь, что мне, Андрей, понравилось, ты классную тему поднял, когда я был в таких горах в отпуске, в Испании, в Хорватии, когда очень сильный подъем, и мне нужно остановиться, например, у знака стоп или у светофора, я вот еду 20 км в час, я бросаю педаль газа, и моя машина рекуперирует и останавливается так, хотя я в горку. И неважно, вот горизонтально, либо под спуском, всегда плавная остановка. Нет вот этого клевка какого-то. Да. Она всегда вот баланс такой делает. И очень четко ловит линию. То есть она видит разметку и прямо у линии встает. Окей. Третий. Третий момент, Володь, которого мне явно не будет хватать в любой машине, которую я приобрету после Теслы, это передний багажник. Да. Те самые 120 литров, потому что в других автомобилях там либо место, ячеечка для кабеля, либо вообще ничего нет. Вот. А здесь это гигантский ящик, в который мы складываем всей семьей, например, зонтики после дождя, Да. всю сырость. Я после сауны бросаю свою одежду. Вообще все, что грязное, сырое, после детской площадки с Да. детьми. Да. И
все, что не только влагу отдает, но еще и запах. То есть, например, какую-то еду, Да. фастфуд я вожу только впереди, поэтому в салоне всегда четко, прекрасно и никакой влаги. Ты реально отметил Что очень важно. крутые моменты, Андрей. Мы аналогично покупаем там вяленую рыбу или там еще что-то, то, что так воняет, я не хочу, чтобы это в машине было. Да. Это очень хорошо чувствовать этот аромат, когда ты собираешься это есть, но когда ты куда-то едешь, это точно неуместно. Поэтому передний франк, забираю ребенка с детского сада, все за неделю грязное туда. И если мне это надо помыть, я прям со шланга могу вот там вот помыть, но у нас, правда, дренажа нет, да, вот на новых машинах есть. Да. Надо проделать, наверное, отверстие и прямо вот со шланга мыть франк передний. Может быть. Но я использую пакеты, поэтому почти не мою. Потом можно будет показать, как он выглядит. Андрей, Да. что ты хочешь сказать зрителям, чего пожелать? Ну, я всем желаю испытать те же самые эмоции, что испытали мы, покупая эту машину. В принципе, если вы не готовы к миру электро, Да. до сих пор не решили для себя ничего, покупайте любую другую машину. Я всем Попробуйте. желаю, чтобы люди искренне радовались тому, что они имеют, то, чем они владеют, и то, на чем они передвигаются. Совершенно чтобы их верно. выбор доставлял им удовольствие. Неважно, Smart это или Porsche. Совершенно вот мое верно. такое мнение. Ребята, нет машины лучше. Есть машина под определенные задачи, и чтобы она давала какие-то эмоции, не только выполняла задачи. Да. Поэтому машина лучшая та, абсолютно Андрей прав, которая будет удовлетворять ваши потребности и давать вам эмоции. Все видео, которые мы вот публикуем на канале Tesla Pirate, мы не то чтобы там не умалчиваем ни о чем, мы говорим обо всем как есть, и мы действительно счастливые, с кем бы я ни встречался. Ни одного человека я еще не видел, который бы сказал: будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Именно Поэтому я тоже не готов сказать, что это лучшая машина. Нет, так. Нет. абсолютно нет, она не лучшая, в ней есть что дорабатывать. Но, по крайней мере, это лучшая технология, которая позволяет на сегодняшний день сохранить деньги в семье. Только поэтому я выбираю Это Теслу. правда. Это правда. Я сейчас, Идеальных и ты автомобилей. тоже в том Я с тобой возрасте. согласен. Идеальных автомобилей не существует. Конечно. И да, и ту машину, которую мы получаем за эти деньги, столько машин, сколько мы получаем за эти деньги, Да. другой производитель нам пока не предлагает. Парни, вот и весь эксперимент. У меня 79%, у Андрея уже 99%. Дальше калибровка, которая может по-разному у всех длиться. Это от множества факторов зависит, поэтому тест будет до 99%. Но мы также и зафиксируем, когда будет у всех 100. Сколько же будет у Андрея, когда будет 100 после калибровки. Но это уже не является экспериментом. И у меня ровно, когда будет 100. Андрюх, я тебя поздравляю, ты победил. Спасибо. Приз, Спасибо. приз, Ожиданно. приз, мы сейчас идем на концерт Deep Floyd. Будем слушать старый Да, добрый идем рок. на Брит Флойд, ребята. А- Любимому моему альбому исполняется 50 лет. Всем рекомендую. Класс, кстати, Андрюх, я угощаю сегодня, если мы что-то будем пить или есть, потому что ты выиграл. Вот он и весь приз. Ура! Я пойду на концерт сытый. Напомни, ты пьющий человек, нет? По настроению. Как говорил наш шеф, за чужой счет пьют даже язвенники и трезвенники. Так точно, и даже водители. Андрюх, красавчик, все. Классный выбор, я тебя поздравляю. Да. Спасибо. Все.